баджан? Или ты вот только из-за того, что страдаешь, с проблемами столкнулся, хочешь совершать мне баджан? Нет, нет, говорит Джива, я действительно хочу совершать тебе баджан. So Lakshmana Thakur here saying the same thing, that Jiva Baliya Eshe Sansara Dita. You promised that you will perform my bhajan, and you, after promising this, you came to this material world. But Bhuliya Ragile Tumi Avidya Kare. But when a baby takes birth, when Lord gives him birth, at that time he forgets everything. This is my mother, this is my father, this is my sister, my parents, this and that. So everything forgets. И Бхактивinoda Тхакур объясняет, что вот Джива, она обещала, что ты будешь совершать, что вот это первое, Джива болеет, все самсара готовит, то есть, что ты пообещал, что ты будешь совершать баджан. Но когда ты вышел из лона матери, ты все забыл. Это вот следующее, булия, рахили, авидия рабори, то есть все равно вышел, авидия, да, все равно вышел из лона матери, и авидия опять снова покрылся невежеством. Ну, получается, он хотел, получается, что он хотел, он же не по своей воле Jiva in the womb of mother, Jiva wanted to do bhajan, but then coming out of this, but not by his own, or will become again a vidya. So how reconcile? Yes, it is the illusory energy of Maya. Maya make him forget what pains he faced within the womb, because that pain is very high. And if Jiva will have the remembrance, the complete remembrance of that, then he would not be able to sustain his life. So which is why Maya forget him all the pain that he faced inside, but a semblance of it is still present. Ну да, это происходит благодаря иллюзорной энергии. Получается, вот эти удачливые души, которые молились о Богу Матери, через какое-то время, там у кого-то в 10 лет, у кого-то в 20, у кого-то в 40, оно проявляется, вот это молитвенное состояние, оно потом все-таки проявляется, так как оно есть, это молитвенное состояние. Я поняла, да. Гоура Сундар прабху говорит, что еще оно, если бы мы чувствовали, то есть мы забыли ту боль, которую мы испытывали. Да, поэтому если бы мы чувствовали ту боль, которую мы бы испытывали, то нам бы могли это выдержать. То, что мы испытывали в лоне матери, мы бы не могли выдержать это. Поэтому на какое-то время это покрывается. Вот Манго Праваст, then sometimes вы спрашиваете или комментируете? Да, вот это молитвенное состояние, то есть вот, живот, что было в утробе, да? Это удачно. Ну, это понятно. Да? Они проявляли, они молились Господу. И потом постепенно, там у кого-то в 10 лет это проявляется, у кого-то 20 лет, 30, 40, так или иначе, вот это молитвенное состояние, оно проявляется. Как? Это ну, проявляется, но мы по себе же можем судить, что у нас проявилось какое-то. After, sometimes someone become Krishna conscious like in 10 years, in 12 years, in 20 years, not at once, but after some time again highlighting the So Bhakti Thakur here, Sadhus explained that how Lord, even after giving the human birth, because of the illusory energy, the previous pains that he faced are forgotten. But Lord reminds him time and again. Sometimes when he gets problem, that is when he thinks about that. Sometimes in the form of sadhu, sadhu becomes and they again go on him. So that might be positive things, help which Lord is giving him. И несмотря на то, что мы забываем, когда мы рождаемся, но все же Господь нам снова посылает проблемы. Может быть, не такие трудные, как мы в лоне матери. Может, еще труднее. И мы снова вспоминаем о Господе. А иногда приходит саду, по милости саду, мы снова вспоминаем Господа и такова милость. А почему тогда, когда уже Джива пришла, числа того пониманию, что нужно жить с Господом, что нужно молиться, чтобы сдаваться, почему тогда не создать ему после рождения нормальные условия, чтобы он дальше продолжал развиваться? Зачем опять раз вы совершили однажды, когда вы поняли, да, мы уже начинаем. Надо сразу. Нет, почему не сразу? Хорошие условия создать, чтобы... Нет, да, раз Джива уже осознала. Ну, понятно. То есть мы понимаем, если мы осознаем, у нас дальше условия для того, чтобы дальше развиваться. Да?
When Jiva realized in the womb of mother, Jiva realized, then okay, I do bhajan. Why? Coming out of womb of mother, again problem comes. Why Bhagavan not giving good association, advance, every. Не то чтобы совсем не было проблемы, почему неблагоприятные условия для развития баджана, допустим, что будет преданным, что-то. Ну вот проблемы, да. Так я то же самое Да, говорю. как бы проблемы, но общество уже благоприятно. Я про проблему, я же то же самое говорю, то же самое соглашаюсь. Благоприятное общество. Так я же сказала. Я то же самое сказала. Why not advance Bhagavan giving good association? Why not advance giving sadhusanga? Some problem can be, but So whatever we get, our family, the home, environment, place, everything is dependent on our home. The sadhusanga that we get, this is also because of our sukhi. все, что у нас есть в этом материальном мире, наш дом, наше окружение, родственники, друзья, работа, все остальное, все это по карме. Сукрити, карме разные вещи. А садхусанга, которую мы получаем, она по сукрити. It says that in shloka, bhaktistu bhagavad bhakti sangyam shadisaya, that one can perform bhakti in the association of devotees. Bhakti, it manifests in the heart of someone by the association of sadhu. Now the question comes up, how one will get sadhu? Then in the next line it says that Sukriti Purva Sanchite, Satsangam Praptate Kumbi, Sukriti Purva Sanchite. So if one has accumulated enough Sukriti, then he will get association of sadhu as a result of Sukriti. And as a result of sadhu sangha, bhakti will manifest in this. Вот в этой шлоке бхакти, что бхагават бхакта, как говорится, как появляется бхакти? Бхакти появляется благодаря общению с чистым преданным. Те, у кого есть бхакти. Да, то есть наша бхакти появляется от тех, у кого есть бхакти, благодаря общению с ней. Но как получить это благоприятное общение, это зависит от нашего сукрити. То есть от того, такого сукрити, который у нас есть, то садхусангу мы получаем. Я недавно услышала в контакте, что некоторым душам, которые даже не имеют сукрити, они смогут по милости обретают Возвышенная садхусанга. Просто по милости некоторым. Просто садхусанга, она вот разная. По милости, даже не имеют. Я мысль в другом, что даже те, кто не имеет сукрити, они могут это обрести иногда по милости. Почему иногда по милости кто-то приходит? Это не мой личный вопрос. Я поняла. Вопросы разных преданных. Я поняла. Sometimes she's asking why someone gets special mercy without even getting properly sukriti. They can get high association with like good sadhusanga. How can we judge the sukriti of someone else? Как мы можем понять сукрити кого-то? Ну, то есть как мы можем, что за критерий осознать, что да, у этого человека мало сукрити, но он получил большую милость? Я услышала так это. Шихарини Харикатхам. Это не мое. That sometimes someone even without proper sukriti, by the mercy of Bhagavan, they can get. It depends on sadhu. Like the task, we can see the example of Nalkuber and Muni. The two sons of Kuber who were bathing naked on the pond with all the apsaras. So Naraji, out of mercy, Nalkuber and Muni, they did not had any special task, any special sukriti, or did not do anything which could impress Naraji or could please him. But out of compassion, sadhus at times shower mercy. И это зависит от саду, да, от того, какой саду, какую милость может пролить. Он приводит пример Налкувера Манигрива, да, что они в это время как плескались там с апсарами. Но из-за того, что Нарада Муни был очень милостивый, не потому, что вот у них там было огромное количество сукрити, он пролил в них милость из своего сердца. So this is the special case, this is the exceptional case, wherein if sadhus want, then they can do anything. It's sadhu's personal will. But usually the general rule says that one will get the association of sadhu. This is the Purva Sukha. Это зависит от саду, то есть смотря какая милость из саду выльется. В количестве. Чего зависит? Просто был такой же. This type of big mercy
Depends on what? Sadhu's personal will. Это личная воля саду. We cannot complain or we cannot claim the will of any sadhu. Мы не можем жаловаться и там. They are independent. Они независимы. Lord is independent. Господь независим. Все Lord, if зависит. he desires, he can do it. Господь, если все, что пожелает, он может сделать. We cannot question. Мы не можем задать вопросы. And similarly, our sadhus. И такие же и саду. Not one question. As the Buddhists every time speak about this. Почему, что раз, почему, раз такие милостивые, почему тогда, пускай побольше милости, почему они так страдают, да? Пускай будет тяжело, но хотя бы, вот я почему, они спрашивают, почему так трудно, людям так трудно? Почему милости пролить? Suffering. They ask people suffering. They ask, why not giving more mercy? So it depends on how much you hanker for sadhus. If there is hankering for in the heart, from you pray to God, oh Lord, we don't need anything else but sadhu sangha. So kindly mercifully give us this association of saints. For sure, He will listen. If the prayers are from the core of the heart, then Lord listens. Это все зависит от истинного желания в сердце. Когда истинное желание садхусанги проявится в сердце, тогда Господь услышит, Он организует все необходимое. Sufferings essentially tend you towards Lord. So that's a good thing. Kunti Maharani, which is why he's praying for suffering. И трудности, страдания, они нас подвигают ближе к Господу, поэтому Кунти, она молится о страданиях. Прабху, мы сегодня совершали все тулс-парикраму, те, кто здесь лежит. Вот. И я так понимаю, хотя мы все обходили ногами, да, так или иначе повторяли мантру, да, представляли очень много благословений, но каждый получил разную порцию сукриты, правильно? Как вчера, половинка, четвертушку поделили. Ну, так или иначе. Now, today morning time we did Tulsi Parikrama. Everyone did same thing, but maybe get different type of mercy, different type of amount of mercy. Is it like the amount of sukriti? 1.5, 1.25. It depends on with what mood you are performing a task. Зависит от того, с каким настроением мы что-либо совершаем. One devotee performing Giriraj Parikrama, and it could be a limb of bhakti. Кто-то может совершать Гиридж Парикраму, это может быть как анга бхакти для него. And on the other side, another person he is performing Giriraj Parikrama to fulfill his desires. А с другой стороны, кто-то ходит в Гиридж просто чтобы исполнить свои желания. The great Mahabhagavat who is doing Giriraj Parikrama, and that same Giriraj Parikrama is making him relish the sweet pastimes of Radha Krishna. И еще вариант, когда великий Махабхагават, он совершает Гиридж Парикраму, и это же самый Гиридж Парикрама дает ему возможность вкусить сладкие игры Рады Кришны. If a person who does not have any desire in his heart, it could be a process of developing sukriti. А те, у кого совершенно нет никаких желаний в сердце, для такой четвертый вариант, да, это просто сукрити, он получит хороший сукрити. So activity is same, but the result is different. А деятельность одинаковая, но результат разный. It depends on person to person. Это зависит от личности. Ну, я понял, зависит от личности, но есть одна история, когда один демон, он попал на Гавардхан, и он, это был Ракшас, он хотел напасть на демона, он был голодный, то есть демон хотел напасть на Брамана, и у Брамана был кусочек Гавардхана. Вот, и он в испуге кинул этим кусочком, и он попал в этого Ракшаса, и Ракшас принял форму, уже святую форму. То есть а до этого он рассказывал, Ракшас, он сколько там в аду страдал, сколько он там был раз змеей, 100 раз там змеей был, там сколько раз он буйволом там был, сколько раз там, то есть очень такое огромное описание того, как он как бы дошел до этого, и как бы там вот просто камушком, и он обрел святость. Так.
Вопрос или просто комментарий? Мы говорили о личности, да, Так. что милость зависит, то есть насколько личность проявляет свои желания. А здесь просто Ракшас хотел... Было бы случайно. Просто хотел съесть этого брамана, браман кинул в него камень Гавардхан, He's just и telling, тот стал. giving another example of mercy of sadhu, or by chance, how by chance can get security this story when, you know the story, Rakshas and Brahman, Rakshas came Govardhan, Brahman by chance throw the stone and this Rakshas became saintly person. He's telling the story by chance, like this security by chance mercy came. He didn't want to become sadhu. Demon didn't want to become sadhu. Он даже был не саду, он был просто браман. Ну, там как если. Even this Brahman wasn't sadhu. He just was ordinary Brahman. There are cases like this where the Lord shuffles without any reason. We cannot question his independent will. That's one thing. But we have to the general protocols which are there that says satsang, then bhakti, and satsang you will get with it. So we should, if Lord want to shower special mercy on us, if he want us to be an exceptional case, then happy to accept it. But if not, then better follow the process. Да, существует много таких вот историй, господи, по-русски, когда милость по-разному проявляется, или да, вот такими чудесными. Когда Господь хочет, по своей воле Он делает все, что Он захочет. Мы не можем спрашивать, а почему это Он сделал для одних одно, для других не сделал и так далее. Все это по Его воле. Но и также мы не должны ждать этой особой милости или там, просить. Лучше в отсутствии такой милости следовать обычному процессу. Садхусанга, да, то есть как бы процесс, который описан, находиться в садхусанге, собирать суприки и так далее, то есть следовать, как это протокол, он говорит, следовать последовательности. Вот мы обсуждали о том, что правило Писания, что о чистоте, да? Вот, допустим, человек вопрос, что а если человек искренне, пытается реально искренне, да, вот, видно, что он искренне старается служить и производить любовь, да? И вот он случайно, допустим, махнул руку и так коснулся и нанес оскорбление. И последовали реакции. Если человек потом... А любовь как тогда? Любовь же выше. То есть это реальный случай? Это реальные случаи, их много. Любовь же Они выше, они получают потом реакцию. Случайно, рассеянный, по-любому. Я поняла. If there is like this, that devotee really have sincerity in heart, they really want to progress, but by chance they did some seva parat or any other parat, and reaction came. It was reaction came, and where is the mercy? If reaction came, where is the mercy? He trying, devotee trying, but then little mistake and very sincere, but how can you judge that this consequences because of my seva parat? It could be possibility that this is because of your previous karma. Как мы можем понять, что это случилось в seva parat? Это может быть реакция прошлой жизни, там какая-то карма. Считаю, что коснулся там просада, и пошел сюда, размнулся, там все такое, только будет с это. Я совсем характер. Я что-то коснулся, а потом пошло, что оскорбление получается. А потом вы можете конкретно вот сейчас, так будет лучше. Вот прям конкретный пример пишите, так будет лучше. Иначе это абстрактно мы обсуждаем. Здесь нет задал вопрос, я просто вообще просто что вот, если, допустим, грязными руками проснулся, нечаянно человек, вот у нас Сундар Гопал конкретно, он забывает, просто забывает. Хотя он чуть старается, все. К нему приходит реакция. Ну, он считает, что приходит. Ну, он уже ответил. One question, you told that Narada Muni gave mercy to Nalakavar Muni Grip. But mercy, what mercy? They became trees. And they got darshan. This is the mercy. Я просто спросила, в чем была тогда милость, что Нарада Муни дал милость
пролил милость на Лакувиру Манигриву, они получили потом Даршан Кришны. Потому что они деревьями стали. It appears that they were cursed, and Narad Muni had no business with them. He could have moved ahead, let them bath naked or whatever they are doing, but out of compassion, Naradji saw them and looking at the fallen condition, he gave them mercy. То есть он бы мог мимо них пройти и не заметить их, но из-за страдания он пролил на них милость. Они стали деревьями, да, и потом увидели, получили Даршан Кришны. This bhajan which we were listening, Jeev Jago, this is the same bhajan which was heard by Srila Bhaktivinoda Sant Goswami Maharaj. It's his tithi today. So when he was a boy, at that time he heard the same bhajan and he discussed the meaning or the explanation of this bhajan with Srila Bhaktivinoda Puri Goswami Maharaj. At that time he was Brahmachari, Pranavananda Brahmachari. And listening to this explanation, he had developed an inclination towards Thakur Seva. И тот баджан, который мы сегодня пели, Джив Джага, этот баджан, когда услышал Бхакти Пунашанта Госвами Махарадж, да, чьи титки сегодня, он стал обсуждать с Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджем. И когда тогда Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, он был еще Пранавананда Брахмачари, и услышав его объяснение, он развил жадное стремление к служению Тхакурджи. So the preachers of Gaudiya Math would go to the house of his father, Sri Vaikuntanath, the father of Srila Bhaktivinoda Sant Goswami Maharaj. His name was Vaikuntanath. And the preachers would visit his home frequently from Gaudiya Math. He was a landlord actually. Vaikuntanath? Huh? Vaikuntanath was... Yes, Vaikuntanath was a landlord. And in his house, Sri Bhaktivinoda Sant Goswami Maharaj was born. His name was Radharaman. И Бхакти Камачанта Госвами Yes. Бхакти Камачанта Госвами Махараджа раньше звали в детстве Радхараман. Его отца звали Вайкунтханат, и у Вайкунтханата он был землевладельцем. И в их дом часто приходили саду, часто приходили проповедники. So, whenever the Sri Bhaktivinoda Sant Goswami Maharaj's father Vaikuntanath, though he was a landlord, but still he would never feel shy in begging alms with sadhus. Whenever sadhus will come for Nabdi Parikma collection, he would go along with them, he would beg from door to door and help them. И несмотря на то, что его отец Vaikuntanath был землевладельцем, были деньги, была земля, да. Он все-таки не стеснялся сам собирать пожертвования. Вместе с саду, когда саду приходили к нему домой, он вместе с саду отправлялся собирать бикшу пожертвования. So this Vaikuntanath had this firm belief that association of sadhu is the most auspicious thing, which is why he would always help him. And looking at his generosity, even the sadhus were very much inclined towards staying in his home. И Вайкунтханат, он очень твердо верил в садхусам, твердо верил в общение со святыми, и видя, поэтому он им всегда помогал, и видя его щедрость, видя его поведение, эти святые были очень вдохновлены ходить к нему домой. So once during Nabdi Parikma, at that time, Srila Bhakti Sri Bhakti Van Goswami Maharaj and Sri Pranavananda Brahmachari, Srila Bhakti Puri Maharaj, Brahmachari. So both of them went to collect went for the collection, and Vaikuntanath gave 108 silver coins that time for the collection. И не только он ходил собирать пожертвования, он еще и давал пожертвования. Однажды во время Набди Парикрамы Бхакти Придавана Махарадж и Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, они отправились собирать пожертвования, и Вайкунтханат, отец Бхакти Прамод Махараджа, он дал им 1000 серебряных монет. So both of them became very happy since he gave so much donation for the seva, and they showered special mercy on Radharaman, the son, and his elder brother Krishnadas. И оба были Бхакти Придавана Махарадж, Бхакти
Мы были очень счастливы, и мы пролили свою милость на Радхараман, да, который стал впоследствии Бхактивинод Шанта Махарадж и на его отца. So once when both of them stayed for 5 days at their home, Srila Bhakti from Srila Pranavanand Brahmachari, he saw that this Radharaman, he has so much of inclination towards Lord. He would sit peacefully in the temple and he would sing Kirtan, he would listen to Kirtan and that. И однажды, когда оба из них, Бхактивинод Махарадж, Бхактивинод Пури, они были не дома в течение нескольких дней, они видели, что Радхараман, у него такое сильное стремление к Тхакурджи. Он спокойно сидел, слушал Киртан, Харипатху. Once they sang this bhajan, Jeev Jago, and then Radharaman, he heard the explanation of it. And looking at that, Pranavanand Brahmachari became very happy that so much of inclination he has towards Lord. So he asked Vaikuntanath that it would be a great pleasure if he could stay in our mat where he can take spiritual education as well as material knowledge. Yes. Когда он еще был Брамачари, он заметил, что Радхараман, у него такое стремление к Тхакурджи, слушанию Харипатхи. Когда он объяснял баджан Джив Джагу, объяснял, он увидел его реакцию на это, да, и он сказал родителям, сказал отцу Вайкунтханату, что если у мальчика такое стремление, может быть, он пойдет в храм, и там он получит духовное образование, будет его духовное воспитание. So Vaikuntanath said that I am very happy with your proposal, and if my son has no issues, then you can take him with you. I will have no objections. И Вайкунтханат сказал, я очень счастлив этим, если мой сын не против, забирай его с собой. He asked Srila Pranavanand Brahmachari asked Radharaman that will you come along with us to our Kolkata Math? There you will have a lot of sannyasis to serve, like the way you are serving us here. So Sri Radharaman answered immediately, yes, I'll come along. И когда Бхактивинод Махарадж спросил, хочешь ли ты отправиться в Мат, потому что там много саньяси, много святых, которым ты можешь так же служить, как здесь, там больше времени. И он был очень счастлив. So Maharaji said that will you be able to serve there? You have a young age and along with your studies, you will also do some service in the temple. He said it will be my great fortune. И он спросил, сможешь ли ты совмещать и службу, и служение, да, ты еще совсем молод, ходишь в школу, да, это будет моя великая удача. The mother, she was very affectionate and she was also a great devotee. So the mother told the small boy that you have chosen you have took very nice decision of serving sadhus, and with so much of love and affection, she kissed her forehead and she blessed Radharaman and sent him along with the brahmachari. И его мать тоже была возвышенной преданной. Она также была очень счастлива. Ты сделал правильный выбор, что хочешь отправиться в Мат, служить святым, служить саньяси. И с большой любовью она его благословила, обняла, поцеловала, и любовью его отправила. And the father, Vaikuntanath, accompanied Srila Bhaktivedanta Goswami Maharaj and Pranavanand Brahmachari to Kolkata along with the boy. And there they had first darshan of Srila Prabhupada and spoke to him about the boy's residence in the Mat. И отец, и оба Гридой Иван Махарадж и Бхактивинод Махарадж, они все втроем, три взрослых и один ребенок Роман, они вместе отправились в Мат, там, где они получили даршан, и предложили его, Романа предложили. Prabhupada at times said, "Oh Khoka, will you be able to stay in the mud? Oh Kiddo, will you be able to stay in the mud?" Yes, child is not. И Прабхупада в центре спросил его, по-русски, малыш, ты сможешь находиться в матке? So he said, "Yes, of course, I will be able to stay." Он сказал, да, я смогу. And then Prabhupada gave him admission in the nearby school where he would study, take the general education. And in the temple, he would always stay in serving sadhus. Sometimes. И Прабхупада отправил в школу, которая рядом находится с Матхом, и он там обучался, и параллельно он его задействовал в служении.
Sometimes he would clean the clothes of sannyasis, sometimes clean the room, sometimes temple, sometimes garland making. He was engaged in all the seva completely, with a complete responsibility he would do. Иногда он стирал одежду саньяси, готовил, убирался в храме, делал гирлянды. Много-много разных служений совершил. So looking at the seva of Sri Radharaman, all the sannyasis and all the mutt residents brahmacharis were very happy. And when they would sing kirtan, Sri Radharaman had very sweet voice, very melodious. So he would also sit along and sing kirtan. И видя, как служит Радхараман, все матки были очень счастливы, старшие, саньяси, вайшнавы. И он также очень хорошо пел. Радхараман очень хорошо пел, он сидит один, очень сладко пел. So once Prabhupada said that, oh, this boy is doing all the sevas very nicely. It's my desire that I could have kept him in the mutt permanently. But since he is a small boy, a young boy, so his parents might not want him to stay forever. But it would be really nice if he can stay in the mutt and serve. Age is not mentioned. И еще Бакславец высочил, как увидел, как он служит, какое его настроение, он подумал, ой, я хочу, чтобы он остался матерью навсегда. Но он был, сомневался, позволить ли родители, как маленький мальчик позволит родители, чтобы навсегда остался. So when his father once came to the mutt, he asked, the brahmacharis told him about the desire of Prabhupada, that he wanted your son to stay in the temple. And Vaikuntanath at that time spoke to Radharaman that, oh, you are young and you have completed your schooling for now. If you want to proceed further with your higher education, then I can speak to Prabhupada and take you with me. But if you want to stay here and serve sadhu, then it would be your call. Your choice. И когда отец Вайкунтаната спросил Радхарамана, да, я услышал, как вы хвалят, что Баксанца Прабхупада, что ты остался в храме, но выбор за тобой. Если ты хочешь учиться дальше, я тебя заберу и организую тебе учебу. Если ты хочешь остаться, оставайся, это будет твой выбор. So Radharaman at that time, he was listening to Katha of Srila Prabhupada. He said that what is the necessity of material education? He quoted one Kirtan of Bhaktivinoda Thakur wherein he is saying that Jada Vidya Jato Maya Vyartha Tomar Bhajane Badha. How this material education is an obstacle in the path of the bhajan, path of devotion. И Радхараман слышал это, он сказал Бхактивинода Тхакуру, я же слышал сам, что материальное знание бесполезно. Да? Даже в одном баджане говорится, что материальное знание, оно даже является препятствием баджане, препятствием духовной практики. He quoted a lot of examples. Once when Srimad Mahaprabhu defeated the great Pandit who was expert in shlokas, Keshav Kashmiri who was something named. So that at that time also Mahaprabhu is saying that Vidya pare kano Krishna Bhakti janivade. Jadi se na hailo tabe Vidya ki pare. So here he is saying that why do people study so as to know about Krishna Bhakti? But what is the use of acquiring knowledge if the no devotion arises in the heart? И Радхараман процитировал множество шлок, которые говорят, что материальное знание бесполезно. И на пути баджана, также подобно тому, как Махапрабху, он победил Кешава Кашмири, великого пандита, он также процитировал одну из шлок, где говорится, что материальное знание совершенно не нужно для баджана, для духовной практики. То есть к чему все это знание, если бхакти в сердце не появляется? So we said that Bhaktivinoda Thakur says, Vidyar Gaurave Brahmi Deshe Deshe Dhan Uparjana Kari. In another Kirtan, Bhaktivinoda Thakur says that this material education, what it can give you, it will make you travel from one place to another place and you will be busy earning money, but you will have no time to engage your in Krishna bhajan. И в одном баджане Бхактивинода Тхакур что говорит? Материальное знание, оно просто заставит нас путешествовать из одного дела в другое, из одного места в другое место, зарабатывать деньги, и я совершенно не останется времени, чтобы совершать духовную практику, совершать баджану.
So, Bhakti, after listening to all these arguments, since he was very convinced, Radharaman stayed in the temple and his father left. And from that onwards, Radharaman started doing all the sevas very nicely. He discussed about his future with Sri Pranavanand Brahmachari. So, Pranavanand Brahmachari insisted him to learn some Sanskrit. И заверив родителей в своей уверенности, Шри Прабхупаду, что он не совершенно нужно материальное образование, он остался в храме, он продолжал свое служение замечательным образом, и дальше он стал вопрошать Пранаманду Брамачари, что же мне делать дальше. Например, и шаги дальше по развитию, он сказал, тебе нужно выучить санскрит. So, Sri Radharan Brahmachari informed this to Prabhupada. He requested him, and Prabhupada agreed. So, he was shifted from Kolkata to Sri Mayapur. И Пури Махарадж, он сказал об этом, Бхактисиданта Сарасвати Прабхупаде. Он согласился, дал себе добро, и он был перенесен, мальчик из Калькутты в Майпур. And there he started his Sanskrit classes. But later, Prabhupada once organized a very nice exhibition, the exhibition which he would organize to attract people. So he engaged Radharaman to stay in to manage the exhibition and speak Harikatha. Whosoever comes to visit, so he would speak very nice Harikatha to the visitors who will be coming for watching the exhibition. Yes. И параллельно с тем, что он изучал санскрит, Бхактисиданта Сарасвати Прабхупада его задействовал в таком служении, как экскурсии. Он организовывал экскурсии по Майяпуру для приезжающих людей. And Srila Prabhupada also heard his katha when he was speaking with the visitors, and he find it very nice. So when his parents, his mother, father, and two of the brothers, when they came to see the exhibition, Prabhupada praised the boy that your son, he has grown spiritually very nicely and speaks very nice katha. И когда Радхараман еще, да, он проводил эти экскурсии, Шри Прабхупада, Бхактисиданта Сарасвати Прабхупада, он сам слушал его Харикатху, он был очень удивлен. И он позвал его родителей, и Радхараман. И для родителей они тоже сделали экскурсию, и Прабхупада очень прославлял его, смотрите, насколько он духовно вырос. So when their parents came, he also insisted his parents. He spoke some glories of Srila Prabhupada, and he insisted his parents that if you want to make your life successful, you must take the shelter of Srila Prabhupada. And both of the parents, they were amazed looking at the arguments of this young boy. И их сын, Роман, воспользовавшись прекрасной возможностью, он стал прославлять в свою очередь Бхактисиданта Сарасвати Прабхупаду. Бхактисиданта Сарасвати Прабхупаду прославлял ученика, ученик стал прославлять своего духовного учителя, он сказал родителям, насколько это возвышенная личность, и вы тоже оба, пожалуйста, примите его прибежище. So I have both the sons and three parents, wife and the husband. All four, they took the shelter of Srila Prabhupada. And when Prabhupada gave them Harinam, Prabhupada also asked that will it be okay if your son stay in the mud and serve the entire life? So the parents said that, oh Prabhupada, we have offered this youngest son in the service of Radha Thakurji. So we have offered it in his lotus feet. The son is yours. They were three brothers. И родители приехали одни, они приехали также еще с двумя братьями, они все приняли прибежище Прабхупады, оба родители и два сына. И Шрила Прабхупада Бхактисиданта Сарасвати вас спросил, могу ли я вашего сына задействовать для служения до конца жизни? А родители сказали да, потому что мы уже и так предложили его так уже. Теперь мы предлагаем твоим лотосным стопам, пожалуйста, он твой. So here, very nice teaching. One we should accept that how from the very beginning, from childhood age, this boy was staying in a favorable environment of prison, which made him inclined towards Thakurji, and eventually he ended up becoming a sadhu.
So in our homes also, we should keep such favorable environment wherein our kids can also have such kind of education. We should give them knowledge so that they can have inclination towards learning. И это прекрасный пример тому, как с самого начала, да, он родился в хорошем общении, находился в хорошем общении, тем самым развил умение служить Тахурджи, потом он получил больше возвышенное общение. И это пример тому, как мы должны организовать свой дом, таким образом, чтобы наши дети не могли получать должное духовное образование и хорошее общение. The material education which is being provided to the kids these days that has no connection with the spiritual world. And because of the lack of the spiritual knowledge, they have no inclination towards magic. So let them have their material education in the schools, but the spiritual education should be properly taught to them in the house. И в настоящее время материальное образование, оно никак абсолютно не касается духовности. Поэтому наша задача в том, чтобы, да, они могут получить свое материальное образование где-то там, но духовное образование мы должны дать им дома. In the home, if we will have some favorable environment, if we ourselves will be very sincere, then looking at us, the kids will also have a teaching and they will also try to become sincere, at least perform few of the devotional activities. И смотря на наш пример, да, как мы будем служить дома, если будет также этим брать пример, хотя, может быть, не полностью себя посвятить, но хотя бы какую-то часть посвятить, благодаря нашему примеру. If this sanskar is not given from the childhood, then usually when they grow up, then after growing up, they will end up with doing bad activities, engaging in different type of sinful activities. So better give them these teachings from the childhood. И лучше детям дать такое образование, санскары, впечатление с самого-самого детства. В этом случае потом, когда они вырастут, они могут больший шанс совершить какую-то духовную деятельность, таким путем. Though Srila Bhaktivinoda Thakur Goswami Maharaj, he is a liberated personality, he is a liberated soul, but still a teaching for us, he is performing this human-like pastime, wherein he is showing that how one can engage in devotional activities from birth. The Lord Maharaj also said the same thing, Omar Acharya. И несмотря на то, что бабушка, Шанкар Госвами что он является вечным спутником Шри Прабхупады, да, то есть разумный вечный спутник Шри духовного мира. Но все равно это для нас пример какой, то что с самого детства, с самого рождения дети должны быть задействованы в духовной практике, так или иначе. Так же, как Прабхупада Махарадж сказал, Омар Acharya, то есть с самого детства нужно изучать свою духовную практику. There's a lot more in his life, but we will just wind up here. Maybe we'll listen to his glories in the evening. Еще очень много можно с вами сказать, но здесь мы заканчиваем, это будет вечером. Мы знаем, что Шрила Прабхупада Бхактисиван Сарасвати Такура было очень много возвышенных учеников. Есть какая-то точная цифра, сколько было? 20, 25 тысяч? Those close association of what is done is as a profile. We could books and to say is there any exact amount? Number? No, I don't have any number. Neither I all. There were 18 major sannyasis, direct sannyasis. This is a fixed number which has been 18. But any disciple numbers? Есть 18 главных саньясов. Это точное число. Но учеников остальных он не слышит. Lord Premanande. Хари Хари Бо. Krishnandan Gaur Hari. Radha Vinod Hari. Shri Raj Maharaj Ji. Guru Maharaj Ji. Anand Koti Rashna Prande Ji. Lord Premanande. Хари Бо. Thank you.